Приветствую, друзья! Как вы, возможно, знаете, мне очень нравится линейка ЦАПов от SMSL DO серии. За последнее время вышло несколько поколений ЦАПа DO 200, за ним еще более продвинутый, но в том же самом корпусе DO 300. И вот сегодня мы говорим о уже четвертой инкарнации модели DO 400. По начинке это все тот же флагманский 8-канальный конвертер ES9039 MS Pro, самый последний USB-модуль от XMOS и Bluetooth-чип от Qualcomm с aptX HD и LDAC кодеками. Только теперь нам еще и установили несколько фирменных операционных усилителей Texas Instruments, обеспечивающих различного стандарта выходы для наушников. Ну и по-прежнему на входе имеем AES-EBU и I2S. В общем, кому в DO 300 не хватило лишь выхода для наушников, обязательно присмотритесь. Но, как это всегда бывает, есть нюансы. О нем сегодня говорим. Собственно, поехали. Несмотря на то, что новинка, очевидно, шире и длиннее прошлого поколения, коробка у нее оказалась чуть-чуть поменьше. Хотя на ней все так же схематично изображен ЦАП и логотип пройденной Hi-Res аудио сертификации. В комплект нам положили конверт с документацией, пульт управления, Bluetooth-антенну, USB-кабель и стандартный шнур питания с заземлением. Блок, как и у всех моделей этой линейки, заботливо убран в корпус устройства. Пульт тот же самый, что и у трех предыдущих поколений. Из функционала на него вынесли регулировку уровня, переключение входов и выходов, а также навигацию по системному меню. Корпус ЦАПа по своим габаритам и расположению элементов вообще никак не бьется с моделями DO 200, HO 200 и даже DO 300. От полностью рубленных граней и классических форм производитель перешел к стильным скосам и небольшому такому подчеркиванию дисплея. Что сказать, я одобряю. Было хорошо, а стало еще лучше. Сверху здесь ничего интересного нет, а снизу 4 заметно подросшие в диаметре прорезиненные ножки. По входам каких-либо изменений я не нашел. Это все тот же царский набор из AES-EBU, I2S, Bluetooth, коаксиала, оптики и USB. А вот на выходе, помимо классической уже RCA-пары и балансных XLR, мы получили целых 3 разъема под наушники. Студийный 6,35 мм, популярный сейчас балансный 4,4 мм, а также профессиональный 4-пиновый XLR. Дисплей у модели, несмотря на просто гигантский блок, нисколько не изменился ни в размерах, ни в качестве. Просто туда же производитель поместил ИК-порт и светодиод состояния. Последний, насколько я понял, нужен только лишь для индикации питания. Сам экран неплохо читается, очень яркий и красочный, но шрифты по мне так слишком веселые, не настраивают на серьезный лад. Многофункциональный регулятор тоже никуда не делся, однако он и выглядит побогаче, да и клик стал гораздо четче. При вращении он, как и должен, изменяет громкость, а при нажатии перекидывает нас в довольно обширное системное меню, где можно выбрать активный вход и выход, один из 8 цифровых фильтров для PCM и 4 для DSD, уровень усиления, если нужно, окрас звучания, установить фиксированную громкость, назначить кнопку FN, откорректировать джиттер, определить направленность I2S и фазы, установить время отключения дисплея и его яркость, а также сбросить все настройки до значений по умолчанию. Если кто следит, то со времени DO 300 добавились только пункты, касающиеся выходов на наушники. Все остальное как и было. На основном экране, как видите, отображается активный вход-выход, уровень громкости и параметры текущего аудиопотока.
По начинке здесь тоже почти нет отличий от 300-й версии, за исключением 4 усилителей Texas Instruments TPA6120A2, на которых, собственно, и реализованы все имеющиеся выходы для наушников. В остальном тут тот же флагманский 8-канальный конвертер ES9039MS Pro, новейший XMOS XU316 на USB, целых 11 операционных усилителей Oppo 1612, а на Bluetooth Qualcomm QCC5125 с поддержкой aptX HD и LDAC кодеков. Для работы подключаем к DO400 источник цифрового сигнала, в моем случае это USB, а на выход можно сразу навесить наушники и активные мониторы, или же через дополнительный усилитель какую-нибудь пассивную акустику. Признаюсь, я рад, что производитель наконец-то прислушался к голосу разума и встроил в корпус, хотя и не топового уровня, но нормальный усилитель для наушников. Тем, кто покупает блоки по частям, это будет отличное подспорье, а возможно даже закроет вопрос покупки отдельного усилителя. Разница по цене между DO300, в котором ровно та же начинка, и DO400, куда добавили усилитель для наушников, составляет примерно 2000 рублей. Согласитесь, очень неплохо для такого функционала. Под Windows последних версий ЦАП определяется автоматически, однако я настоятельно рекомендую установить фирменные драйверы. С ними вы получите совместимость со всеми старыми версиями системы и тот самый профессиональный ASIO-интерфейс с целой кучей настроек. Со смартфонами, планшетами и ТВ-приставками ЦАП тоже работает, причем во всех приложениях и сервисах, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Ну и не забываем о поддержке Bluetooth версии 5.1 с самыми актуальными на сегодня кодеками. Пока, конечно, без Lossless, но aptX HD и LDAC в наличии. Кому это удобнее, пользуйтесь. Измерения я снимал в 24 бита, 96 кГц на АЦП и Wanda Cosmos с каждого из выходов данного устройства. Для начала о хорошем. Линейные выходы реализованы как образцово-показательные. RCA, конечно, чуть шумнее, но это далеко за пределами не то что слуха, но и многочисленной измерительной аппаратуры. Рассказывать тут нечего. Идеальная кривая ЧХ, шумовая полка на минус 160 дБ, а искажения примерно на минус 135 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. С наушниками же все не так однозначно. На балансном выходе есть незначительный шум, а искажения подросли до минус 130 дБ. Можете сами изучить графики. А вот выход 6,35 мм здесь просто печаль. Шум кратный 50 Гц, хотя и находится ниже порога слуха, но выглядит это весьма спорно. Искажения же добивают до совсем неприличного уровня в минус 95 дБ. Настолько плохо у SMSL еще не было. И это не проблема ЦАПа, поскольку даже на RCA все идеально чисто. Гадит, судя по всему, непосредственно усилительный блок, который, кстати, предлагает нам одинаковую мощность в 3 Вт с каждого из имеющихся выходов. Однако уровень усиления для баланса составляет плюс 20 дБ, а для 6,35 мм всего плюс 17 дБ. То есть небалансный выход будет чуток потише. Подводя черту, как ЦАП, аппарат великолепен. На балансных выходах для наушников тоже все очень хорошо. А вот классический несимметричный 6,35 мм реализован с серьезными допущениями, и я бы им не рекомендовал пользоваться. Можно, но, как говорится, с осторожностью. Очередной раз снимать отличия в фильтрах и окрасах звучания не вижу никакого смысла. В инструкции есть графики, и они со времен DO200 ничуть не изменились.
Относительно звучания я долгое время был полностью уверен, что как минимум с линейных выходов разницы с DO300 нет никакой. Железо-то у них одно и то же. Но когда начал сравнивать их вживую, последовательно переключая усилитель между DO300 и DO400, пришел к неутешительным выводам. Да, неспроста DO400, имея на борту еще и усилитель для наушников, стоит ровно таких же денег. Каких-то серьезных проблем здесь, конечно же, нет, но звучание на фоне DO300 стало каким-то разряженным, легковесным и объективно более светлым. Здесь прямо отчетливо читается акцент на верхней части средних частот, а значит, баланс потерян, а звук смещается в скорость, драйв, техничность и уровень прорисовки материала. Рокеры и металлисты, как обычно, ликуют от восторга, однако самый сок, а именно нижняя часть средних частот, заметно так оттеняется, делая характер устройства излишне резким, агрессивным и чрезмерно задорным. Тут я соглашусь, звучать ЦАП стал эффектнее и четче, но если прямо погружаться в материал, много чего, так сказать, ушло в тень. А вот на выходе для наушников все идеально сбалансировано, чисто, четко, но сравнивая с внешним усилителем HO200, довольно плоско, пресно и в акустическом смысле примитивно. По уровню это, конечно, гораздо выше, чем подавляющее большинство мобильных решений и аудиоплееров, однако до связки из DO300 и HO200 герой обзора серьезно так не дотягивает. Хотя на TPA 6120А2 почти все реализации усилителя имеют примерно такой же характер, а следовательно и удивляться тут особо нечему. Если смотреть на него как на самодостаточный комбайн, то лично мне здесь не хватило тембрального объема, подчеркнутой мелодики и экспрессии. Слишком уж все по-студийному нейтрально. При этом баса в достатке, он быстрый, хорошо очерченный, серединка чистенькая, техничная, с прекрасным разделением, а верха протяжным и столь же разборчивы, как и средняя часть диапазона. То есть, по большому счету, все здесь нормально. Встроенный усилитель для наушников всегда являлся слабым местом в системе, так что другого я, признаться, и не ожидал. Если же говорить о линейных выходах, то их настроили для какой-то медленной, притемненной и не сильно детальной акустики. А значит, расчет больше на какие-то раритетные решения и аудиофилские поделки от умельцев. Еще раз повторю, люди, которые ценят превыше всего скорость, драйв, агрессию и техничность, в любом случае останутся от новинки в полнейшем восторге. Это вот прямо для них. Но те, кто ценит мелодическую составляющую, естественность и акустическую точность в передаче каждого из тембров, это будет скорее шаг назад по сравнению с DO300. Понятно, что сравнивать их не совсем корректно, так как к DO300 нужно покупать еще и внешний усилитель для наушников, а это уже практически удваивает ценник. Однако те самые выходы для наушников здесь реализованы далеко не на уровне отдельного блока, а линейные зачем-то сделали ярче и агрессивнее. Впрочем, плюсов тут тоже хватает. 3 ватта мощности уже достойны уважения. А сверхнизкие задержки, самые актуальные кодеки и битрейты, а также просто феноменальная точность измерения вообще заставляют снять шляпу перед инженерами компании. Знаю, многие любят уходить в крайности, потому сразу скажу, что топинг DX3 Pro Plus, как и многие другие бюджетные решения, звучат гораздо проще. Здесь уровень примерно DX5, если говорить о линейке топинг. Там, если помните, тоже были подобные нюансы. Слишком мягкий музыкальный ЦАП и более-менее ровный звук на выходе для наушников, который, кстати, тоже реализован на TPA 6120А2. Да и характер у них чуть ли не один в один. Только здесь нам прибрали яркость и агрессию, а в DX5 наоборот
добавили. Но если выбирать только из этих двух устройств, то я бы, не задумываясь, взял SMSL. Пусть лучше выход на акустику будет резким и драйвовым, чем мягким и пластичным. А так все у них нормально. Звук собранный, хорошо прорисованный, с характером, выразительностью и превосходной динамикой. Конечно, не без вопросов, но как для ЦАПа с усилителем для наушников вполне достойный вариант. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL DO400 почти ничего общего со своим предшественником не имеет, хотя по начинке они действительно почти один в один. Отдельно выделю, что в качестве сердца тут используется флагманский чип ES9039MS Pro. По измерениям, если закрыть глаза на выход 6,35 мм, все тоже просто превосходно. Выглядит аппарат неплохо, а звучит в любом случае ярко, четко и просто сверхнапористо. Если вы ценитель различных агрессивных или других скоростных жанров, то это то, что доктор прописал. Точно останетесь довольны. Но есть и, так сказать, нюансы. Линейные выходы здесь чересчур воздушные и яркие, а выходы для наушников, хотя и сверхтехничны, но слишком просты в акустическом смысле. Каких-то объемных текстур и богатого тембрального рисунка тут, к сожалению, не наблюдается. А вот для тех, кому нужна бешеная скорость, энергия, драйв и высочайший уровень прорисовки, герой обзора покажется чуть ли не эталоном качества. По мне, так это уровень ЦАПа топинг DX5 с примерно теми же достоинствами и недостатками. За свои деньги очень неплохой вариант. Да и если совсем на чистоту, пока я не сравнил его лоб в лоб с DO300, был полностью уверен, что они вообще ничем не отличаются. Кому нужен именно ЦАП-ось, есть смысл присмотреться. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL DO400. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!